Приветствуем вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Ваша любимая тема – цены на электроэнергию в Прибалтике. Э, Вот пришла новость, что цены на электроэнергию на бирже Nord Pool для Прибалтики выросли более чем в 2 раза. Это рекордные вообще-то цены за всю доступную биржевую историю. И вот интересно, удивит это прибалтов или же они уже привыкли к такому? Значит, пункт первый. Я жду не дождусь дня, когда меня перестанут спрашивать про БРЭЛ. Соединение, автономная работа в течение суток, присоединение удалось пройти совершенно уверенно. Никаких уверенных отключений не случилось, нигде ничего накоротко не замкнуло, все у них в порядке. Все, больше нас ничего беспокоить не должно, потому что наши проверки за полгода, которые прошли с момента официального объявления руководства Прибалтики о том, что они выходят, была проверена вся возможная работа по проверке объединенной энергосистемы Беларуси без проблем в индивидуальном режиме. Единая энергосистема России без проблем в индивидуальном режиме. Беларусь и Россия вместе без проблем. Калининградская область, по-моему, дважды проводились учения, все в полном порядке, резерв по мощности 100%, то есть в 2 раза больше у них электростанций, чем им сейчас требуется. Запас более чем достойный, можно расти, если когда-нибудь руководство области сумеет справиться с тарифами на электроэнергию, чтобы у них бизнес не разбегался. Но это уже отдельная тема для разговора. Что касается Прибалтики, сейчас я, наконец, для себя окончательно выяснил, что синхронизация у них прошла с объединенной энергосистемой Центральной Европы, УЦТЕ, аббревиатура на латыни. То есть синхронизация у них идет за счет линии электропередач воздушной, построенной, введенной в эксплуатацию между Литвой и Польшей. Точка. Те соединения, которые у них есть с объединенной энергосистемой Северной Европы, Нордел, со штаб-квартирой в городе Осло, Норвегия, которая не входит в состав Евросоюза, тем не менее вся Северная Европа там. Она идет за счет ставок постоянного тока, и это 3 морских кабеля между Швецией и Литвой, и 2 кабелей между Эстонией и Финляндией, один из которых работает, один нет. Традиционное почему-то в последнее время состояние, кто-то чем-то его цепляет и полгода его ремонтирует. Что характерно, ремонт газопровода между Эстонией и Финляндией пришелся на отопительный сезон, и финны очень сочувствовали тому, что у эстонцев были кое-какие проблемы с газом, но ничем не могли помочь. Отопительный сезон закончился, отремонтировалась труба. Перед началом этого отопительного сезона порвался один из энергокабелей, видимо, случайность. Я не знаю, что у них там сейчас происходит с ценами. Это правило работы той самой биржи Nord Pool. Весьма вероятно, что это связано как раз с тем, что один из кабелей не работает. И кроме того, было сообщение о том, что в пятницу, 6 февраля, то есть за 2 дня до отключения от БРЭЛ, произошла авария на электростанции Адуэре, это северо-восток Эстонии, горючий сланец. Никаких подробностей, что произошло, введена она обратно в эксплуатацию или нет, сказать сложно. Что касается повышения цен, вот никакого отношения отсоединения присоединения к БРЭЛу, как бы нам этого не хотелось позлорадствовать над соседями, это наша почему-то в последнее время такая любимая черта, ну никак не связано. Закупки электроэнергии Эстония, Латвия, Литва в России и в Беларуси прекратили в 2022 году в мае месяце, не покупают. То есть как не шла от нас электроэнергия 2 года с лишним назад, так и сейчас не идет. Мы здесь точно ни при чем. То, что Прибалтика наблюдает, это такое вот плавное вхождение в европейский рынок электроэнергии. Я надеюсь, что все в курсе, что там строят очень много солнечных ветряных электростанций. Это большое удовольствие. Если говорить о Финляндии и Эстонии, то генерация Финляндии после того, как выяснилось, что газ из России поступать не должен, нужно привозить СПГ какими-то другими способами. Благо, регистрационное судно вдвоем с Эстонией они смогли взять в аренду, организовать регистрационный терминал, вроде бы все в порядке.
Но доля газовой генерации у Финляндии 15% в общем балансе. Достаточно большой вклад дают сейчас две атомные электростанции. Одна построена еще Советским Союзом, Ханхики, и вторая блистательная атомная электростанция Олкивол. Все остальное – это ветер. Если выросли цены, значит ветер стих. Все. Ничего выдающегося мы в этом не видим. Подстраховать сама себя Эстония не может в силу поломки той самой электростанции. Вот результат. Если говорить о прошлом годе, такой более-менее показательный, то если брать всю Прибалтику за единую объединенную энергосистему, как в рамках Евросоюза это и имеется, БАЛТ-СО, Балтийская синхронная то ли организация, то ли что-то еще, для того, чтобы покрыть собственный спрос, они импортировали до 40% электроэнергии. Если в среднем по году, то 30%. Вот этих 30% не хватает, соответственно, растут цены. Ничего выдающегося. При этом, что касается самих республик Прибалтики, они старались строить те же самые ветроэлектростанции и даже солнечные электростанции. Считать, что Прибалтика – это такой солнечный край, может далеко не каждый. Не каждый сможет это сделать. Что касается ветра, то этот феномен в Европе уже 10 лет с ним мучаются. Если температура в течение дня сильно отличается от среднемноголетней, то есть если зимой холоднее обычного или летом жарче обычного, скорость ветра упадает почти до нуля. То есть ветроэлектростанции просто перестают генерировать. Ничего с этим не сделаешь. Это вот планета Земля. Может быть, конечно, можно что-то делать с тучами, чтобы солнца было больше. У нас, помнится, была одна певица, у нее получалось. Тучи она разводила руками, а у остальных пока не получается. Я не собираюсь ни злорадствовать, ни ехидничать по этому поводу. Ну, вот так совпало. Вот так совпало. В Европе сейчас похолодание, скорость ветра низкая. Если смотреть на долю ветрогенерации в общем балансе, вместо традиционных для этого времени года 30-32%, сейчас 14%. Ну, вот и вся история. Ничего другого мы там не наблюдаем. Это никак не связано с тем, что произошло отсоединение. Тем более о том, что тарифы будут подняты, население предупреждали, бизнес предупреждали. Связано это с тем, что может быть менее понятно не с перетоками, а с синхронизацией энергосистемы. Если у вас есть приборы домашние, вы видите, что все они работают на 50 Гц. 50 Гц – это 50 вращений ротора внутри статора 50 раз в секунду. Вот с такой скоростью должны вращаться роторы во всей объединенной энергосистеме. Отклонение плюс-минус 0,01 Гц. В противном случае у нас с приборами начинается беда, есть риски рассинхронизации и дальнейшей потери частоты. Для того, чтобы синхронизировать энергосистему, то есть вот у вас много электростанций, вы решили, что они все должны работать в одном ритме, строго в одном ритме. Начинается с самого большого генератора, самого большого ротора, он за собой втаскивает все, что меньше. До той поры, пока работал БРЭЛ, мы что видели? На севере Ленинградская область, Ленинградская атомная электростанция. Один блок 1200 мегаватт. Юг, Белоруссия, Белорусская атомная электростанция, один блок 1200 мегаватт. Здесь синхронизации проблем не было, потому что все остальные электростанции заведомо менее мощные, а эти две вытаскивали на себе синхронизацию совершенно спокойно, тем более, что атомные электростанции работают круглосуточно в одном и том же режиме, у них нет колебаний по нагрузке, все в полном порядке. Сейчас их отключили. И, разумеется, Евросоюз готовился к этому заранее. Вот в той сумме инвестиций, которая потребовалась для проекта соединения Эстонии, Латвии и Литвы от БРЭЛ, 1,6 миллиарда евро, немалую долю занимают синхронизаторы. Это отдельные приборы, их привезли, установили в нужное время, в нужных точках, подсоединили к сети, то есть большая серьезная работа. Из этих 1,6 миллиардов евро 1,4 – это бюджет Евросоюза, остальное собрали сами республики Прибалтики, я уж не знаю, кредитные там деньги, бюджетные там деньги, не интересовался. Разумеется, операторы объединенной энергосистемы, раз уж они инвестировали, у них естественное желание вернуть инвестиции назад.
Поэтому в тех колебаниях, если мы сейчас взглянем на то, что творится на бирже Nord Pool, там такая зигзагообразная. Утром сегодня было действительно в 4 раза выше, чем в Финляндии, потом резко снизилось, немножко поднялось. Найти закономерность там нельзя, по-моему, все зависит от скорости ветра. Есть константы. Предупреждали, что, по-моему, на 5% вырастут тарифы, потому что вот эти инвестиции в отсоединение и присоединение надо каким-то образом возвращать. Все остальное – это стихия. И поскольку им такая стихия нравится, ну, можем просто наблюдать и думать, так ли нам с вами в России нужен рынок на сутки вперед, на котором продается наша электроэнергия. У них вот продается, результаты мы видим. И основная проблема Европы, на мой взгляд, не знаю, не являюсь промышленником, работающим в Европе, скорее не высокие цены, а волатильность цен. Для того, чтобы за счет зеленой энергетики сбалансировать свою энергосистему и обеспечивать промышленность, обеспечивать население в режиме 24 на 365, нужно увеличивать плотность электросетей. Ну, грубо говоря, у нас и Испания безоблачное небо, а в это время в Финляндии мороз, штиль, ветра нет. Излишки электроэнергии из Испании должны быть оперативно переброшены куда-то вот туда, на север. Дальше в Испании начались дожди, в Норвегии очень хороший ветер, надо электроэнергию перебрасывать обратно. В начале прошлого года впервые за долгое время в печать прорвалось мнение ассоциации ЭНСОЭ, ассоциация компаний операторов Объединенных энергосистем Европы. Вот они посчитали, что для того, чтобы полностью сбалансировать то, что уже построено, все солнечные ветряные электростанции, в распределительные сети необходимо инвестировать порядка 1,2 триллионов евро. В том случае, если строительство будет продолжаться, эта сумма будет увеличиваться. Мнение они высказали один раз, больше я их в печати не видел. Видимо, увидев вот эту астрономическую цифру, многие о чем-то задумались. Соответственно, что получается? Мы время от времени видим сенсации. В Германии тарифы на электроэнергию ниже нуля. Ну, прекрасно. Это значит, что есть хорошее солнце, хороший ветер, но нет сетей, которые позволяют излишки электроэнергии отдать потребителям там, где есть хоть какой-то дефицит. Не отдать, ну, кто у них там вокруг границ, в Австрию, в Польшу, в Чехию не хватает сетей. И, соответственно, владельцы вот этой генерации солнечных ветряных электростанций, вот у меня излишки товаров, у меня никто не берет. Если я сейчас начну менять работу своих, останавливать работу своих электростанций, я точно потеряю деньги. Вот тот режим, когда цена отрицательная. Но в том случае, когда вот в Германии в конце минувшего года похолодало в декабре и ветер стих, там биржевая цена в течение 2 суток была около 900 евро за мегаватт. 90 евроцентов за киловатт оптовая цена. С учетом всей этой налоговой системы, которая в Германии имеется, умножьте на 2, приблизительно будет понятно, насколько это обходилось потребителю. Понятно, что потребитель не видит ни отрицательных цен, ни таких скачков. Счета выставляют раз в месяц, там все усреднили, получили. Но если я производитель, у меня достаточно энергоемкое производство, я должен каким-то образом сочетать, сколько у меня себестоимость выпускаемой продукции. А как я это буду делать, если сегодня с утра у меня стоимость минус 100, а завтра после обеда плюс 500? Мне сложно. Мне сложно, дайте хотя бы что-то одинаковое с утра до вечера. Спасибо, Борис Леонидович, что все-таки нашли для нас время на этот ваш самый нелюбимый вопрос ответить, потому что все-таки задают подобные вопросы в комментариях, и просим вас оставлять комментарии под этой темой. Ну, а уж напоследок я, конечно, совершенно искренне поздравляю профессионалов, которые в Прибалтике отработали вот этот переход. Несмотря на то, что выбрано было для этого зимнее время, когда максимальные нагрузки на энергосистему, у них все получилось, их не сократило, у них ничего не загорелось, молодцы, свое отработали. Политикам Прибалтики отдельно физкульт-привет, молодцы. С вами не скучно. Всего хорошего, друзья, до свидания. Всем всего доброго.